Друзья, приветствую вас, утренний обзор. Давайте рассмотрим, какие ключевые события на сегодня ожидаются и какие движения предполагаются по ключевым активам. Доллар, нефть, золото, рубль и другие активы. Ну вот, на Блумберге вышла очень интересная история, которая касается фонда Архегос, его основателя. Очень-очень колоритный персонаж с богатой трейдерской биографией, можно сказать, такой вот матерый пират, который утром и днем ходит под пиратским флагом, а вечером оказывается, что он истово верующий человек, жертвует отобранные у богатеев средства на различные христианские нужды. Ну, такой вот, можно сказать, Зорро нашего времени. Так, друзья, вот календарик в Телеграм разместил. Ну, смотрите, сегодня заявляется, что консолидированный Запад отдыхает, у него Страстная пятница. Не совсем непонятно, если они отдыхают, зачем статистику. Ну, заявляется, что статистика будет выходить, в частности, по уровню безработицы. Если такая ситуация, то в любом случае активность на биржах, даже если они будут открыты, она значительно снижена. Фактически Россия сегодня предоставлена сама себе. Так, друзья, давайте пробежимся по ковиду быстрыми шагами. Так, ну здесь вообще на самом деле с вакцинацией ситуация обстоит очень хорошо. То есть просто вообще мега рост идет прививок каждый день, уже почти 16 миллионов. И в Америке почти 3 миллиона. Такими темпами проблема будет решена до 1 июля текущего года. Ну, во всяком случае, в развитых странах. И, соответственно, мы можем полноценно сказать, что вот этот весь ужас-ужас закончился. И начался новый ужас-ужас, связанный с восстановлением экономики, того, что после осталось. Если рассматривать график новых случаев, здесь все-таки в мировом масштабе идет рост. То есть вот эта волна третья, она так и набегает, так и протекает. Ну, рост в Бразилии, Индии, в Соединенных Штатах пока рост не начался, но вот эти вот пики, которые идут, они говорят о том, что там ну, какая-то парадоксальная ситуация. С одной стороны, активно идет вакцинация и ускоряется, с другой стороны, как бы ковид не отпускает. А в России ситуация на текущий момент под контролем, случаи снижаются, но вот западные издания, они обращают внимание на то, что в то время, когда вся Европа закрывалась, пытаясь предотвратить третью волну, в России такие меры в той степени, как в Европе, не предпринимались, скорость вакцинирования низкая, и поэтому они видят дальнейшие вероятные проблемы с этим. Так, друзья, давайте пробежимся по позициям Фордс. Что здесь примечательно? По РТС юрики делают ставку на коррекционный откат. По Сбербанку на коррекционный отскок шорты порезали и, соответственно, ждут, что сегодня будет движение к верхней границе, которая находится в диапазоне, ну если по акции, не по фьючерсу смотреть, там 294. ВТБ, здесь тоже ставка на рост. Газпром тоже ставка на рост, но пока здесь особых движений нету. То есть, видимо, будут на ВТБ сейчас переключаться. Норильский никель, здесь ставка на продолжение роста. Доллар-рубль, здесь ставка на укрепление рубля. Евро-рубль, здесь ставка на хорошее укрепление рубля к евро. Евро-доллар, ставка на отскок и на рост евро к доллару. Так, а вот по серебру ставка на то, что серебро будет проседать. По золоту наоборот, ставка на то, что золото продолжит сегодня рост. Так, далее Baltic Dry. Baltic Dry сейчас снижается на протяжении последних нескольких сессий. Но вчера вот он пытается закрепиться, у него уровень находится в районе 2100. На самом деле хорошо бы он ушел по 2000, но видимо будет он закрепляться в районе 2100 и тем самым дополнительный вклад в инфляцию издержек. Так, друзья, далее китайский индекс, ну вот он пытается пробить уровень 5170. Скорее всего, в районе этого значения будет закрытие. Ну и здесь у нас пошла позитивная динамика. Вопрос только в том, будет или не будет на следующей неделе откат и пробитие 4990. Вот. На сегодня как бы Китай это позитивная идея для российского рынка, поскольку Китай растет и скорее всего закрытие будет позитивное и дня, и недели. Так, друзья, далее SP500, SFD на фьючерс.
SFD торгуется, насчет фьючерса посмотрим, будет не будет площадка работать. Вчера было мощнейшее выстрел и закрытие выше 4000. Однако обращаю внимание, что это движение, оно идет уже на падающих объемах. То есть, конечно, было бы хорошо закрытие недели выше 4000, но мы находимся где-то в районе значения, когда произойдет ощутимый коррекционный откат, ну хотя бы куда-то в район 3890-3880. Сегодня, поскольку праздники в западных странах, я думаю, активность будет снижена. Ну и весьма вероятно, он где-то здесь и проболтается вот в этом диапазоне. И здесь примечательно то, что если произойдет пробитие 4000, то он может откатиться сразу и очень быстро, и цель движения будет 3950, вот сюда вот. Так, друзья, далее VIX, но VIX он сделал то, что от него ожидалось уже больше года. То есть он, получается, закрылся, ушел на уровень, который был до начала всей этой пандемической эпопеи. То есть мы вот пришли туда, откуда мы начали этот непростой путь. Вот. Соответственно, здесь два варианта. Либо он начинает закрепляться и торговаться в этом диапазоне. Это даст для рынка дополнительный толчок, для фондового рынка, для рынка сырья. Но возможно, что не все хедж-фонды, которые сделали ставку на рост волатильности, они в такой ситуации долго продержатся. Если они начнут один за другим лопаться, то, соответственно, потом это приведет к сильнейшему всплеску волатильности. Ну а текущее значение VIX это ощутимый плюс для фондовых рынков и возможность еще порасти. Так, далее индекс доллара. Здесь вот этот дневной таймфрейм. Решается вопрос пробития 92,5. Будет, не будет пробито. Если пробитие не происходит, то в этой ситуации здесь у нас консолидация и дальнейший рост. На дневках разворотная формация, причем которая с высокой степенью вероятности подтвердилась. И поэтому как бы здесь в наибольшей степени, ну по крайней мере тестирование 92,5, оно весьма вероятно сегодня либо в начале следующей недели произойдет. Так, друзья, далее нефть Brent, но здесь мы находимся в расширенном боковике 62,5, 65,5, дневной график. Переходя к часовику, сейчас формируется импульс движения. Цель этого импульса движения – попытка пробить 65,4. В случае пробоя цель движения будет в районе 66,25. В каком случае эта идея сейчас не сработает, если происходит коррекционный откат и пробитие 64,35. В этой ситуации мы пойдем опять тестировать 63,22, вот этот диапазон. Так, друзья, далее золото, дневной таймфрейм. Все, пришли мы вот в эту зону, где ему полагается какое-то время поторговаться, поконсолидироваться от 1721 до 1735. Так, далее евро-доллар, 4-часовой таймфрейм. Но здесь обратная симметрия с индексом доллара. По сути, сейчас идет попытка движения наверх и тестирование на пробой 1,18, 1,1790 вот этого диапазона. Сегодня вполне это может произойти. Критерий того, что это не произойдет, это коррекционный откат и пробитие 1,1758. Если такое происходит, то мы будем закрывать неделю где-то вот в этом диапазоне в районе 17.27. Если мы таки вот эту линию пробиваем и здесь закрепляемся, это создает все предпосылки для того, чтобы по евро-доллару на следующей неделе продолжился рост. Мы с вами смотрели соты на выходных, и вот соты SFTC, изменение позиции в евро, оно показывало, что начнется движение наверх в евро-долларе. Но, разумеется, никакие движения вот так вот просто без высадки десанта, они не происходят. Но вот высадка десанта, она и произошла. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow. Ну вот у нас на дневном таймфрейме сегодня идет борьба за волшебный уровень 76,2. Вчера было закрытие выше этого значения. Это говорит о том, что весьма вероятно в ближайшее время, на следующей неделе, движение на ослабление рубля в долларе продолжится. Но, помним, есть волшебный уровень 77,35. Скорее всего, он с первого раза взят не будет. Здесь будут многочисленные отбои,
прибои и так далее. Потому что этот уровень, он для рубль-доллар крайне важен. Далее часовой таймфрейм. Часовой таймфрейм у нас здесь возник гэп. Гэпы обычно закрываются. Но в целом сегодня, судя по тому, что европейские, американские площадки, они либо закрыты, либо там снижена активность, здесь весьма вероятно движение у нас будет в боковике рубль-доллар. Нижняя граница это 76.05 и верхняя граница будет пытаться он пробить 76.44. Переходя на 15 минутку, здесь все как бы готово для того, чтобы сходить для начала 76.32 и потом попытаться пробить 76.44. Так, друзья, далее Сбербанк, досточтимый Сбербанк, 4-часовой таймфрейм. Но смотрите, здесь все основания для того, чтобы произошел коррекционный отскок, цель его движения 294. Соответственно, вот этот сценарий на отскок сегодня не сработает, если происходит пробитие 288,5. Вот 288,5 пробитие на объеме или проторговка под этим значением приведет к тому, что он просядет, цель движения будет 284,5 и возможно даже 282, вот сюда вот. Сейчас с утра, вы видели позиции на форте, то есть здесь созрели все условия для того, чтобы здесь произошел отбой и коррекционный отскок. Я думаю, такой сценарий наиболее вероятен. Но надо помнить, что это рынок, здесь не бывает стопудника. Вероятность высока, но не факт, что это произойдет. Может пойти и обратное движение. Но то, что он пойдет куда-то сюда, в обозримом будущем, я думаю, это очень высокая вероятность. Даже если не сегодня, то это в начале следующей недели. Он очень серьезно настроен пробить вот это значение и уйти вверх. Просто по движениям эта тенденция отслеживается. Так, друзья, далее ГМК, дневной таймфрейм. Вот он замер на достигнутом значении 23700. Так, на 4-часовик переходим. Здесь у нас движение, такой вот поджатый боковик. Верхняя граница это 24150, нижняя граница 23300. Соответственно, если возникает пробой нижней границы, то он уходит торговаться в районе 22900 и какое-то время будет торговаться вот в этом диапазоне. Если пойдет сейчас, сегодня, а судя по позициям юрлиц, вероятность достаточно высокое движение на 24100, то после пробоя этого значения у нас цель движения, как и ранее обсуждали, находится в районе 25926. То есть вот ему преодолеть вот этот энергетический барьер, и он улетает наверх. Так, друзья, далее Газпром. Газпром находится в боковике, дневной таймфрейм, в нерешительности, хотя ему пора бы слетать вот куда-то сюда на 235 и по ТЭСе 238. Ну и по часовику интересная картина. Часовик у него заточен на отскок. Цель отскока движения на 230. Вот, отскок вот этот сейчас локально не сработает, если будет коррекционный откат и пробитие 225. В этой ситуации уходит вниз. Если такого не происходит, то он утягивается наверх, а дальше посмотрим, закрепится, не закрепится здесь. Друзья, все, основные инструменты. Спасибо за внимание. Успешных торгов. Будьте очень внимательны, лед тонкий сегодня.